Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на наш канал! В одном из прошлых видео мы показали, как убрали старый деревянный забор. Для нового забора установили металлические столбики и укрепили их с помощью цементного раствора. Для забора мы сделали металлический каркас, покрасили его в зеленый цвет, так как далее мы натянули сетку-рабицу зеленого цвета с полимерным покрытием. Вот что у нас получилось, и думаю, что здесь все-таки не хватает кое-какой детали. Сегодня делаем калиточку, поэтому я приобрел еще квадратную трубу. Выложим 3 перекладины, и сейчас мой друг приедет, сварит, поможет повесить калиточку. Ну, примерно где-то так получится. Вот такая простенькая, но очень хорошая и надежная получилась у нас калитка. Друг, который варил ее, пожелал остаться неизвестным, но мы все равно ему очень-очень благодарны. Пусть он знает об этом. Осталось только зачистить мелкие бугорки, которые остались от сварки, и уже можно будет отправлять ее на законное место. Навесы взяли вот на таких маленьких шариках, чтобы не надо было так часто навесы смазывать, и они хорошо ходили. Но проблема здесь образовалась вот в чем. Когда помещаешь шарик на навес, он скатывается. Поэтому мы сейчас намажем тут солидолом, и он будет хорошо держаться. Вторая половина сентября уже пошла. Осень в самом разгаре, а мы как раз собираем второй урожай малины в этом году. Уже такая крупненькая. Много. Угу. Вкусненная. Хоть какие-то ягоды еще остались. Витамины к зиме. О, целые грозди. Смотри, Викулечка. Ого. Красота, да? Так еще зелененьких сколько, будут поспевать. Ага, постепенно. Может, будем до декабря или февраля? Ну, посмотрим. Собрала на этом участке все остатки помидор. И сейчас все сухие ветки поубираю, освобожу участок. Решила заснять весь этот процесс от начала до конца, так как однажды нам написали, что на нас работает целая бригада. Если кто-то и помогает нам в работе, мы обязательно упоминаем об этом в видео. А так, в основном, мы с Романом трудимся вдвоем. Калиточка уже на месте стоит, поэтому мы сейчас ее также пройдемся зеленой краской. Следующее, что мы будем делать, это будет бордюр под нашей сеточкой. Так и сетка будет дольше храниться,
не будет гнить и так далее, и не будут разные собаки нам чужие приходить. Так, вымостили нашу такую отмосточку. Теперь закрепим ее кирпичами, чтобы она у нас держалась на месте. И будем, наверное, заливать. А чтобы бордюрка была везде одинаковой толщины, мы отпилили такие вот маленькие брусочки и поставим между досками. Хорошо зажмем, и оно будет везде одинаково. Пойди ко мне. Шо? Ты в темнице сырой? Иди обходи. Сейчас дозальем бордюр для первой части забора. Оставим его застывать, затвердевать, а сами пойдем работать на огороде. Раствора хватило как раз тютелька в тютельку. Сейчас покажу вам, какой у нас урожай морковки в этом году. Тут одна большая. Может, получится ее не выкапывать, а вырвать. Ого, глубоко сидит. Тамара, давай помогай. О, вот какая. У нас такая морковка, вот первый вот выросла. Тома. Разговорчивая ты моя. Давай покажем, какая у нас свекла в этом году. Вот такие некрупные. Ну что ты там рассказываешь? А это свекла. Ты рассказывала, да? Какая морковка у нас, какая свекла. Какой, вернее, урожай. Морковки, свеклы. Что, ты пришла помогать? Угу. Больше месяца мы ждали дождик, чтобы немного промочил землю и можно было повыдергивать кукурузу. И вот вчера дождик прошел, так что сегодня возьмемся за ее уборку. Вырывал кукурузу и заметил еще один арбузик спеет. Ну, уже такой, как два кулачка. Сегодня какое? 21 сентября. Ну, не знаю, вызреет, не вызреет. Будем надеяться, что еще полакомимся арбузиком в этом году.
Фух. Даже на мокрой земле это непросто. Тянет, потянет, вытянуть не может. Позвал дед жучку. Альфуша! Альфа, 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 бежи, бежи, бежи. Бежи, 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 девочка моя. Привет. Привет. Моя собачка. Привет. Ты прибежала ко мне. Помогать мне будешь? Ох, как ты быстро бегаешь. Молодец. Ну, теперь чувствую, мне станет полегче. Да, Альфуша? Получил хороших эмоций. Почухал брюшко. Теперь и силы прибавилось. Давай будем дальше работать. О, ну правда силы побольше. Фух. Все эти стебли с кукурузы мы выбрасывать не будем, потому что у нас есть соседка, она коровок держит. Они сказали, придут, заберут это все на корм, но нам будет бутыль молочка. Тоже хорошо. Все, кто смотрит нас давно, знают, что мы с Ромой очень любим готовить на природе. Сегодня же мы решили приготовить свиные ребра, тушеные с овощами и сметаной, но с минимальной зажаркой. Бордюр уже подзатвердел, поэтому, думаю, самое время разбирать опалубку и переносить ее на вторую часть забора. Вот такой получился ровненький бордюр. Правда, сразу покажу, тут изъяны, бывают некоторые пробелы. Видно, щебень ложился не очень ровно, поэтому надо будет все равно это все немножко подзаштукатурить и выровнять, чтобы было не только надежно, но и красиво. Не знаю, как у вас, но у нас в этом году в сентябре месяце мух просто уйма. Летает, мешает работать. А иногда, как знаете, как сядет, как укусит больно. Ох, еле сил хватает сдержаться. Прям как на корову садятся. Знаете, как это бывает? Если что, я чистый и купался. Пока мы делали ремонт, снимали для вас видео и обратили внимание, что число подписчиков приближается к 10 тысячам. Мы оставили все дела и решили зафиксировать это маленькое, но важное событие для нас и нашего канала. Да, скоро уже будет 10 тысяч. Сейчас, не знаю, будет вам видно или нет, 9997. Мы ждем и зафиксируем эту круглую цифру 10 тысяч. Многие фиксируют, может быть, 1 100 000 но для нас этого пока вполне достаточно. 9999
уже было несколько минут назад, поэтому сейчас ждем. Скоро будет 10 тысяч. Ура! 10 тысяч! Ура! Здорово! Спасибо вам, дорогие наши зрители, наши подписчики. Без вас такого бы события в нашей жизни и в жизни нашего канала, конечно же, не было. Спасибо вам большое. Теперь мы будем стремиться к следующей круглой цифре. Это 100 тысяч. Не знаю, сколько на это уйдет месяцев или, может быть, лет. Но зато есть к чему стремиться. Ну а здесь я вышла за двор, чтобы пособирать эти голубенькие цветочки. Я добавлю их в травяной чай, который буду заваривать в электрозаварнике. Это советский электрозаварник, которому мы когда-то дали вторую жизнь. Кто не видел видео о реставрации советского электрозаварника, можете нажать на ссылочку в описании под этим видео. Залили бордюр для второй части забора, но пока оно застывает, будем заниматься калиточкой. Вот такой мы придумали простенький засов, однако здесь чего не хватает еще отверстия. Поэтому сейчас мы возьмем дрель и отверстие это просверлим. Есть. Теперь расширим и будет здорово. Кстати, хочу рассказать, с какой трудностью я столкнулся, когда делал отверстие для забора. Дело в том, что сверла у нас продают не очень такие качественные. И делал одну-две дырки, просверливал, и сверло тупилось. Я поехал и еще взял 2 сверла. И тоже делаю одно-два отверстия и тупится. А потом меня осенило. Оказывается, можно же взять болгарку и заточить сверло. И потом с помощью всего одного сверла я доделал весь забор. Затупилась, болгарочка взял, поточил со всех сторон аккуратненько и еще 2-3 дырки. Опять затупилась, опять болгарочку взял, поточил и еще можно дальше работать. Может быть, кому-то из вас этот лайфхак тоже пригодится. Как же я люблю эти приготовления на природе. И чтобы вы могли в полной мере насладиться звуками природы, порой не хочется накладывать на эти кадры ни музыку, ни текст. Чугунный казанок у нас небольшой, но этого достаточно, чтобы приготовить нам еды на ужин. Как я уже говорила ранее, хотелось приготовить свиные ребра с овощами с минимальной прожаркой, поэтому ребрышки я обжариваю совсем немного.
еще мы приобрели вот такие брусочки. С помощью этого бруса мы обошьем калитку. Сразу хотели взять размер 40 или 50 на 20, но, как всегда, в магазине не оказалось нужного размера, поэтому мы взяли 20 на 30, но немножко больше штук, чем надо было в предыдущем размере. Сейчас хорошенько пошлифуем его электрорубанком, а затем пропитаем хорошим лаком, скроем, чтобы надольше хватило. Ох, я фуфа. Собака наша, собака. Нос вымазала. Где-то косточку, наверное, зарывала, да? Рубанок бедный кряхтит, ревет. Наверное, вы тоже это заметили, потому что лезвие уже затупилось. Не знаю, сколько ему уже, год или два уже пользуемся. Поэтому мы сейчас открутим эти 3 болта, лезвие поменяем, ну и пойдет работа, думаю, веселее. Скажу честно, что лезвие буду менять первый раз в жизни, поэтому и приготовил отвертки с разными насадками, плоскогубцы. А, кстати, отверточка здесь пригодится, потому что видно 2 болта. Надо их открутить и потом поставить новое лезвие сюда. Оказалось даже проще, чем я думал, лишь бы только работало теперь. Проверяем теперь, какой звук, а ну слушайте. Что все равно не лучше. Ой. Здесь оказывается 2 лезвия. Я забыл, надо еще одно поменять. Одно ровненькое, хорошее, новое, а второе тупое, съеденное. Поэтому сейчас еще будем одно менять. В народе не зря говорят, что на своих ошибках учатся. Вот у меня майонез тоже не с первой и не со второй и даже не с третьей попытки получился. Вот и сейчас, готовя майонез перед камерой, все равно надеюсь, что он у меня получится и мне не придется краснеть перед моими зрителями. Для его приготовления в блендер добавляю соль, сахар, уксус, горчицу и немного растительного масла. Все ингредиенты взбиваю, добавляю растительное масло и снова взбиваю до тех пор, пока вся масса не загустеет. Сегодня в майонез мы также добавим тертый чеснок и зелень. Все овощи, картофель, морковь, лук и перец я нарезаю крупно и добавляю к мясу в казанок. Отлично. Только очки нужно одеть.
Прошлись рубаночком 20 брусков. Теперь выберем из них 17 самых приличных и хорошо пройдемся лаком. Лак мы приобрели яхтный. Говорят, что он будет хорошо держаться и на улице, и даже зимой, и под дождем. Ну не знаю. Нанесем, проверим, потом вам расскажем. Интересный такой лак, вообще бесцветный, ну не знаю, наверное сейчас мы пройдемся еще горелкой, чтобы хотя бы более-менее красиво получилось. Ветер немножко мешает. Ничего, мы поближе подносим. Думал, не хватит газа. Получается, даже один неполный баллон охватило. Еще и останется. Обожгли бруски. Теперь пройдемся лаком в один слой. Потом поместим их на калитку и еще разочек сверху пройдемся. А Роман все в трудах, да в трудах, а пора бы уже и к столу. В завершении только добавлю сметану и чеснок, и свиные ребра с овощами готовы. Ого, какую вкуснотищу приготовила. Это Умничка. Да? Молодец, красиво. Кстати, я не засняла, но майонез с чесноком я еще добавила петрушку. Вот такой соус получается. Сейчас отведаем эту вкуснотищу. Со сметанкой, да? Класс. Хозяюшка. Спасибо. Очень вкусно. Всем рекомендую. Обязательно сделайте. Даже Альфуша хочет. Да, Альфуша? Со стола говорят, что нельзя кормить. Ну, один разок. Да, маленький. Так, сейчас мы примеряем одну, и будет ли дверь, калиточка с ней закрываться. Как раз, идеально. Даже не ожидал, что это хорошо получится. Ну вы поняли, да, что мы хотим? Через определенный промежуток поставить эти рейки и вырезать полукругом.
взял вот такие вот саморезы с буром на 32. Продавец утверждал, что должны легко входить в железо 2 миллиметра. Но сейчас будем пробовать. Ну, брусок 25, металл 2, а саморез 32. Ну, должно как раз подходить. Тяжело, тяжело ему. Ну, сейчас посильнее надавим. О, теперь хорошо держится. Ну что тут у тебя? Последнюю речку сейчас буду прикручивать. Такая красивая самая осталась. Круто. Ух ты, вот такая у нас получилась калитка. Наверху трошки кривенько, да? Ну да. Такой брус нам продали, не очень ровный. Мы сейчас попробуем его немножко окультурить. Хотим так полукругом брусочки обрезать. Взяли карандашик, ниточку. Какой будем? Такой большой полукруг делать? Ну не сильно. Поменьше? Ага. Так. Вот где-то вот так, да? Да. Наверху мы так не сможем ровненько обрезать, поэтому сейчас снимем калитку, понесем где-то, разложим на столе и там уже аккуратненько болгарочкой поснимаем. Оп. О, теперь немного симпатичнее, да? Полукругом. Супер. Надо что-то еще сюда, наверное, написать. Да, не хватает какой-то вывески. Так, там, а ты заходи, если что. Или это на туалетах обычно пишут. Ладно, что-нибудь другое придумаем сейчас. Хорошо. Пойду поищу что-нибудь. В интернете я пересмотрела много вариантов, как можно черный текст, распечатав на лазерном принтере, перенести на однотонную поверхность. К сожалению, пока я еще этого не умею, буду тренироваться, а пока мы обойдемся вот таким простым вариантом. Вот такая подложка получилась под нашу надпись. Подходит как раз, очень хорошо. Поэтому мы сейчас тоже ее хорошенько скроем лаком. И надпись поместим сверху, а потом уже прибьем или прикрутим ее на нашу калитку. Должно получиться красиво.
Вывеску с надписью «Добро пожаловать» прикрепили к калитке. С такой калиткой стало намного уютней. Дорогие наши зрители, надеемся, что вам понравилось это видео. Обязательно напишите об этом в своих комментариях. Ну а пока прощаемся с вами ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.